Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же тихо влюблен в вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот тупик у вас. Вот знаете, вот жизненный тупик. У кого-то это может проигрываться, вот тупиковая ситуация вообще в жизни, в общем. Когда, допустим, вся жизнь перевернулась на 180 градусов, да? Когда тупик может быть после разрыва с женщиной, либо с потерей работы, да? У кого-то два в одном может быть, и работа, и женщина. Причем вот это снова состояние какой-то, знаете, вот обозленности, разочарования. Вот почему-то в последнее время довольно часто в раскладах вот такое ваше состояние выпадает, да, вот как, ну, мистика просто. Своего рода тупик. Может также проигрываться, что вы не знаете, как жить дальше, да, допустим, как жить без любимой женщины. Либо кто-то кардинально поменял свой жизненный уклад. Может быть, вы переехали, да, вот вы. Ну, то есть у каждого будет своя ситуация проигрываться, но то, что вот какой-то некий ступор, тупик, когда не знаешь, как поступить, как лучше, что делать, да, вот в таком роде. Это может даже вызывать у вас чрезмерную какую-то злость, да, может быть, даже необоснованную. Может вызывать агрессию некую, вот такая ситуация тупиковая. Причем, знаете, вот, ну, по деньгам я не могу сказать, что у вас проблема. Вот, в принципе, по финансам у вас, ну, нормально, я бы сказала. Я не вижу проблемы. Хотя работа, да. Это могут быть, кстати, накопления какие-то, да, могут проигрываться, в принципе, даже по финансам, если с другой стороны посмотреть. Просто накопление есть, поэтому на данный момент особых проблем и нету. Еще с этой стороны может быть. Ну, то есть, какая-то, вот знаете, неопределенность в жизни, что ли. Так. Вы такой человек, знаете, вот, вы настолько все берете близко к сердцу в жизни, настолько вот, несмотря на то, что вы мужчина, да, вот, ну, вы ранимый. Вот такие мужчины, да, я абсолютно считаю это нормально, могут и прослезиться, когда там фильм, допустим, трогательный смотрят, либо еще какие-то слышат, ну, житейские трогательные ситуации, да, ну, это нормально, вы очень такой ранимый. Да, вы не всем это рассказываете. На людях я бы сказала, что вы совершенно другой. Вот такой, такой, какой вы настоящий, да, я думаю, ну, далеко не все знают. Вот вы себя открываете, свое настоящее лицо только самым близким. Может быть, даже только женщине вы открываете, и женщине, которую любите по-настоящему. Ну, либо же это, если это бывшая женщина, да, то вы ей открывали, я имею в виду. Вы такой человек, вы не можете разойтись с женщиной, вот просто взять, хлопнуть дверью, до свидания. Вы настолько впускаете в душу, в сердце это все глубоко. Все отношения, все переживания. Вы очень сильно переживаете, вот если вы расстаетесь с женщиной, да, а здесь, я думаю, ну здесь однозначно тупик из-за женщины у вас проигрывается. Вы будете очень долго переживать, вспоминать, ностальгировать. То есть, ну так, страдаете, я бы сказала, вы долгий период обычно. Вот если разрываются отношения, страдаете, потому что вы по-настоящему любите. Вот вы если любите женщину, ну вы полностью отдаетесь. Вы просто полностью, вот всего себя, да? Даже, возможно, вы забываете о себе, о каких-то своих потребностях, каких-то хотелках. Вот вы полностью вкладываетесь в женщину, в эти отношения. Вы стараетесь, ну, изо всех сил, да, вот что только возможно и невозможно, но чтобы вашей женщине было хорошо. По крайней мере, вы так себя ведете в отношениях.
То есть, если, допустим, сейчас нет у вас женщины, да, то вы таким были. И в принципе, вот когда появится новое, вы будете таким же, потому что, ну, человек не меняется. Если сейчас у вас есть женщина еще, да, возможно, вы пребываете в каких-то, знаете, отношениях, ну, либо же не определились еще для себя, стоит ли с ней оставаться, либо же нет, это тоже может проигрываться, то, я думаю, вы будете все равно вот в отношениях хвататься за соломинку, чтобы спасти их. Вот такой у вас характер. Вы будете страдать, переживать, да, вот как-то пытаться сглаживать острые углы. Но если, конечно, это предательство, если это обман, вот здесь, да, здесь вы можете рубануть с плеча, и здесь вы можете разорвать даже с любимой женщиной. И я думаю, у некоторых из вас так оно и проиграется, да, если вы, допустим, если вы узнали про измену женщины, да, про обман, то некоторые из вас так и поступили, именно резко. Так, давайте-ка посмотрим теперь, какая женщина пришла к нам на расклад. Так. Женщина это, знаете, она, я не могу сказать, что она очень близко к вам. Вы знакомы, держим интригу. Я вам обещала, что буду интриговать вас. Вы знакомы, но она не находится, ну, непосредственной близости к вам. Это не, ну, я думаю, это не сотрудница, это не какая-то ближайшая соседка. А вы, кстати, думайте, вспоминайте. Ну, то есть вас с этой женщиной разделяет некоторое расстояние. Я не говорю, что это в другом населенном пункте. Нет. То есть она может быть, знаете, вот она может находиться где угодно, но не возле вас. Но тем не менее вы с ней пересекались. Ну, к примеру, смотрите. Может быть, это магазин на другом конце города. Ну, либо же не на другом конце, ну, просто туда нужно дойти, доехать, да, там 2 остановки, допустим. Либо же, я не знаю, там в больнице, может быть, вы куда-то ездили. Может быть, еще там какие-то бухгалтера, финансисты, ну, то есть парикмахерская, где-то вы пересекались. Но часто вы с ней не пересекаетесь. Это женщина, которая пережила в своей жизни очень тяжелое расставание. Оно было для нее такое тяжелое, что она, возможно, даже период депрессии пережила. Период вот депрессии реально такой глубокий, когда лежишь и смотришь в одну стену, ну, в одну точку, вот в стену смотришь, да, вот. Хотя женщина, знаете, вот я не могу сказать, что она слабачка, но вот ее жизненная ситуация ее на какой-то период очень сильно сломила. Вот она была вообще, ну просто никакая была некоторый период. Она очень мирная, она не конфликтная. Но вот так как с ней поступили, мы не будем сильно углубляться в это, да, так как с ней поступили, ну это очень и очень ударило по ее, знаете, и самолюбию, и по вообще ударило по ее психике, я бы сказала. Она очень замкнулась. Эта женщина какой-то период была вот вообще одна. Она не подпускала к себе никого. Это женщина, которая, знаете, вот она всегда вот такой очень светлый человечек. Но я имею в виду не вот этот период, когда депрессия была. Она его прошла. Просто пытаюсь вот дальше вам описать, а вы думаете, где вы могли пересекаться. Она очень светлый человек. Она очень эмоциональная. Она такая вот, знаете, вот очень ранимая, все близко к сердцу берет. Она очень и очень такая, вот знаете, дамочка, которая любит за собой ухаживать. Очень, ну я даже не знаю, вот какое слово подобрать. Но вот она в чем-то как ребенок себя проявляет. Вот бывают такие моменты, что
Ну, знаете, вот смотришь на такую женщину и думаешь, боже, сколько же ей лет, да? Ну, честное слово, ну как девочка себя ведет. То есть у нее бывают такие порывы, ребячество, вот, дурачество, ребячество, как хотите, называйте. Вот. Женщина, так, женщина довольно ухоженная. Она, я вам скажу, она моложе вас, она активная. Она, несмотря на то, что она вот выпала в раскладе, она по жизни вообще сильный человек морально. Но вот ситуация ее жизненная реально сломила. Сломила на какой-то период. Ну, она, конечно, выкарабкается из него, как я говорила. Женщина, которая тратит много денег, в том числе на себя. Она любит, я уже сказала, любит и ухаживать за собой, любит и платьишко все эти красивые женские штучки покупать. То есть, ну, это абсолютно не серая мышка, абсолютно не какая-нибудь замухрышка. Но, тем не менее, смотрите, смотрим дальше, вы с ней пересекались, ребята. Думайте, кто это, решайте, кто это. Вы с ней пересекались, знаете, вот маленькая еще зацепка. Вы что-то делали с ней? Вы были в паре в тот момент, ну, вдвоем. То есть думайте, анализируйте. Вот вы были в паре, ну, к примеру, это может быть та же парикмахерская, да, вот вы вдвоем были, она стригла вас. Может быть, вы в тот же магазин зашли, да, очереди не было, вы вдвоем, вот один на один, там, продавец-покупатель. Либо тот же врач, да. Ну, то есть вы были в паре, вот когда вы общались, вы очень сильно запали ей в душу. Вот вы запали ей в душу, причем как-то вот она вас восприняла, да, вот как-то вот вы ей необычным показались. Вот у вас было общение с ней, но вы показались ей очень необычным. Ее зацепило, знаете что? Ее зацепило, ну вот бывает, знаете, состояние какой-то грусти в глазах. Вот ваша грусть, ваша опечаленность ее зацепила, да? Помимо того, что вы с ней общались, вот вдвоем, да, в какой-то ситуации, у каждого это по-своему может проигрываться, она отметила вашу игрусть в глазах, она отметила вот какое-то, ну, непоказное одиночество, да. Плюс она еще могла отметить, знаете, как я уже говорила не раз, вот именно вашу мужскую силу, которую женщины чувствуют энергетически. Ну, как правило, женщины это чувствуют. Она отметила, и вот знаете, с тех пор, как вы вот с ней пообщались, вот вы не выходите у нее из головы. Это, ну, такая, пусть легкая влюбленность ее назовем, да, вот симпатия. Вы периодически с ней общаетесь. Но еще раз говорю, она не близко возле вас. Вы постоянно с ней не контактируете. Это так, пришел, ушел, там, да, вот как-то пообщались. Это могут быть и денежно-рыночные те же какие-то отношения, да, там, купил, продал, унес, принес, ну, то есть по работе может быть, ну, как-то, ну, вот вы так приехали, отоварились, уехали, ну, в таком духе. Но вы запали ей в душу. Смотрим дальше, что же будет из этого. Так, однозначно. Смотрите, она думает о вас. Она вот как будто, вы знаете, вот она ждет встречи с вами с нетерпением. Вот вы пересекаетесь где-то периодически. Она грустит, она всегда ждет встречи, вот как будто в окошко выглядывает, когда же он придет. Ей хочется быть с вами, но у нее полно страхов. У нее полно страхов, возможно, даже комплексы могут проигрываться. Она почему-то вот боится к вам подойти. Давайте-ка уточним, чего она боится. Она боится, что вы либо не согласитесь с ней быть, да, либо что, ну, не захотите вот именно серьезные отношения. Она хочет серьезных отношений.
она вот почему-то боится, да, вот ее останавливает вот ваша реакция. Она вот думает, она скучает, да, вот именно, ну, как за человеком за вами скучает, потому что, ну, вот где-то вы общались, еще раз говорю, думайте, вспоминайте, вы были вдвоем в тот момент. Я не говорю об интимной обстановке, но вы были вдвоем. В помещении, может быть, в комнате вы были вдвоем. Она боится почему-то вашей реакции. Она с нетерпением ждет вас, но тем не менее она пока не проявляется. Давайте-ка посмотрим, проявится ли она. Знаете, да, она проявится через какое-то время, но это будет очень, так знаете, очень аккуратно, очень спонтанно. Вот, допустим, вы в следующий раз, там, может быть, когда пересечетесь с ней, она, может быть, в разговоре вас зацепит как-то, да? И снова у нас выпало колесо фортуны. Это по судьбе, оказывается, дама. Видите как? Непростая такая у вас тайная поклонница. Она зацепит, как-то то ли заговорит с вами, да, вот, ну, будет стараться, по крайней мере, удерживать ваше внимание. Возможно, как-то, я не знаю, попробует телефончик свой дать вам, да, ну, то есть она проявит свою инициативу, она проявится обязательно. Так. Вот проявится, причем она будет какой-то период сомневаться, прежде чем проявиться к вам. Очень так, она вроде бы и уверенная в себе, но в то же время и не очень уверенная. То есть, смотря в какой ситуации. Отношения вот у вас, знаете, будут развиваться, я бы сказала, довольно стремительно. Вот когда она вот сделает какой-то шаг к вам, именно шаг ну, к сближению, да, скажем так, отношения начнут так развиваться довольно стремительно, очень бурно, страстно. Она будет, я вам скажу, даже в интиме, она будет вас удивлять. Она будет вытворять такие чудеса вообще, ну, она будет делать то, что не делали раньше для вас другие женщины. Это может быть что угодно, но она будет вас удивлять. С ней точно не соскучишься. С этой женщиной вам будет, знаете, вот легко, надежно, спокойно. На эту женщину вы сможете положиться, вы это сами поймете. Вот она, знаете, такая вот двоякая. С одной стороны, фифа, которая любит тратить на себя, а с другой стороны, она классный, надежный друг. Она классная, любимая женщина будет. И, конечно, если вы не упустите ее, то она будет классная ваша будущая жена. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!